Итак, по нашему обоюдному мнению, 2 дня на Октоберфесте вполне достаточно, чтобы понять его и прочувствовать. Стоит отметить, что вечер второго дня прошел совершенно спокойно, и мы вовсе не были похожи на персонажей из концовки второй части. Поэтому проснуться рано утром со светлой головой не составило труда. Мы позавтракали гигантскими бутербродами, куда Артур запихал все мясо, колбасу, сыр и ветчину, которые у нас были, после чего сделали чекаут и двинули дальше. Расстояние от Мюнхена до первой точки текущего дня составило 230 километров. Выехав на автобан, мы не обнаружили какого-либо ограничения скорости и с ветерком помчали навстречу впечатлениям. Мы решили проехать через еще одну австрийскую достопримечательность, а именно дорогу под названием Гроссглокнер. Она является самой высокой панорамной дорогой Австрии, входит в десятку самых красивых дорог Европы. 48 километров горного серпантина вот с такими шикарными видами. Самой высокой точкой Австрии является гора Гроссглокнер – 3798 метров.
в честь которой получила название дорога, проложенная в непосредственной близости. Маршрут открыт для посещения с мая по октябрь и доступен только в светлое время суток. На въезде мы отдали 40 евро, стоимость проезда легкового автомобиля. Дорогу начали строить 30 августа 1930 года, а уже ровно 5 лет спустя, 3 августа 1935 года, состоялось ее торжественное открытие. И уже день спустя здесь проводились международные автомобильные и мотоциклетные гонки Grossglockner Races. Кстати, интересный факт. На строительство было потрачено меньше средств, чем планировали изначально. Да, и такое бывает. В наше время эта дорога очень популярна среди водителей спортивных автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов. Последние, кстати, очень напрягают, особенно на крутых поворотах. На 48 километров мы потратили примерно 3 часа, дважды чуть не потеряли дрон из-за сильного ветра, но зато сделали хороший материал и отсняли множество отличных кадров. А также заехали на самую высокую смотровую площадку в стране. Мы на самой высокой точке на дороге, гора Эдвелспиц. Примечательно тем, что здесь открывается вид на 37 трехтысячников и на 18 ледников. Hello. А это Гбуль или нет? This is already Austria or Slovenia or still Austria? Austria. How many kilometers before Slovenia? 20 Kilometer. Ага. 10 Kilometer und dann ist Slowenien. Thank you. Проехав 7864 метра через тоннель Караванки, соединяющий две страны, мы попрощались с Австрией и направились на этот раз к самому фотографируемому месту Словении. Очередной пункт нашего европейского путешествия – это озеро Блед, которое находится в Словении. Прямо за моей спиной средневековый замок, возведенный в XI веке, а мы находимся на острове, который располагается прямо посреди озера. Для меня это место особенное, потому что мы находимся в Словении. Это моя юбилейная 30-я страна. Первое, на что мы обратили внимание, когда пересекли границу Австрия-Словения, это надписи. Мне кажется, здесь можно обойтись без английского языка русскоговорящим людям.
Ввиду своего географического расположения озеро Блед славится своими курортными возможностями. Купаться здесь можно с мая по сентябрь, а с декабря по март окрестности озера превращаются в крупный горнолыжный центр. Численность постоянно проживающего местного населения в черте водоема примерно 5000 человек, но туристов круглый год здесь гораздо больше. В центре озера находится остров, который является визитной карточкой всей страны. На нем хорошо сохранилась церковь 15 века с 50-метровой колокольней. Добраться до острова можно на деревянной лодке с веслами, аренда которой нам обошлась 20 евро за час. Также на отвесном берегу озера расположен средневековый замок Блед. Мы полюбовались им с лодки, облетели вокруг на дроне и направились в столицу страны Любляну. Как только мы отъехали от озера, пошел дождь. Кстати, впервые за 5 дней нашего путешествия. До крайней точки текущего дня оставалось проехать всего 55 километров. Мы добрались до Любляны, столицы Словении. Ночевать сегодня будем здесь. Номер я забронировал как можно ближе к центру. И критерий был, естественно, чтобы была парковка. Это хостел, но у нас будет отдельный номер. Уже поздно, я получил сообщение от, видимо, владельца, что наши ключи с желтым брелком лежат там-то. Сейчас сделаю небольшой рум-тур. Это вход, прямо вот она, входная дверь в хостел. И здесь у нас есть все. Микроволновка, холодильник, что-то можно приготовить, тостер, чайник. И даже можно порубиться вот в такую штуку. Спускаемся вниз. О, интересно. Спускаемся. Оп. Переночевать вполне пойдет. Даже для нас троих. Также здесь у нас желтая дверь в душевую. У нас отдельный ключ от нее. И туалет. Самое интересное и веселое в этой истории — это цена. Данный номер обошелся нам на троих в 41 евро. Уважаемые подписчики, сейчас первый раз вы услышите мой голос. Меня зовут Лев. В общем-то, я поехал вместе с пацанами, и вот меня привезли в шикарное место. Называется Любляна. Посмотрите, какой колорит. Может быть, украденный велосипед. Итак, друзья, мы нагулялись, насмотрелись интереснейшие, красивейшие места и в конце дня приехали в Любляну. Это столица Словении. Да, не Словакия, Не Словакия. Тут Он просто часто ошибался. важно не будет, потому что, мне кажется, местные обидятся. Да. Естественно, мы хотим есть. Мы пришли в ресторан в историческом центре города. Где-то написано, что это самый старый ресторан города. Мы не можем это проверить. Мы заказали еды и посмотрим, какова она на вкус. Вот так она выглядит. Вот так выглядим мы. Погнали жрать. После вкусного ужина мы решили еще немного прогуляться по историческому центру и совершенно случайно нашли улицу баров. Совпадение, не думаю. Да, и вспомнили с Олегом, что у нас есть такая традиция. Раз уж мы оказались на улице баров в историческом центре какого-то города, значит, нужно попробовать коктейль B52. Сейчас мы его найдем. Итак, крайнее наше утро в Европе. Завтрашнего уже не считаю, потому что мы рано утром, даже ночью улетаем домой. Сегодня у нас был шикарный план погулять по историческому центру Любляны, посетить Любляноград. Но погода внесла в наши планы кардинальные изменения. Покажи, что происходит. Небольшой приятный дождь. Да, поэтому сейчас мы позавтракаем и после завтрака посмотрим. Может быть, поедем в следующее наше назначение, о котором мы вам расскажем немного позже. А может быть, дождик закончится и у нас получится посетить Любляноград, да? Да. Посмотрим сейчас. Пока мы завтракали, дождь так и не прекратился. И мы поехали осматривать достопримечательности, на посещение которой никак не влияют погодные условия. Погода сегодня обломала все наши планы. У нас даже не получилось запустить дрон над Любляной. Но мы не отчаялись. Мы приехали в место под названием Постойнская яма. Надеюсь, правильно выговорил. Это система карстовых пещер длиной 24 километра. И туда сейчас через буквально 10 минут начнется наша экскурсия. Что мы знаем? Мы знаем, что мы сейчас будем ехать порядка 20 минут на поезде.
и потом гулять где-то километров пешком. Короче, надеюсь, будет интересно, и 28 евро потрачено не зря. 28,50, ровно столько сейчас стоит билет. Короче, в кассе вот такие аудиогиды впаривают за $3,5 на человека. Но по факту мы здесь получили их почему-то бесплатно. Тут никто даже не спрашивает, какие для них талончики. А это, собственно, выбор языков, которые есть. Вот так это работает. Why is it impossible to do selfie during the train trip? Because we go through tunnels. Okay. And we had a few instances when the people dropped Ah. phones. But I need to record it because this is from our YouTube channel. Ah, okay. It's alright. First place, right? Yeah, here you А go. what about this? Oh. Пещера была обнаружена в 1818 году, а уже через год открыта для всеобщего посещения. И сразу интересный факт. В 1884 году здесь провели электрическое освещение, но железная дорога появилась немного раньше, в 1972 году. И поначалу вагонетки с посетителями толкали гиды. И только в начале 20 века экскурсоводы-проводники смогли выдохнуть, потому что в пещеру доставили газовый локомотив, который был заменен на электрический сразу после окончания Второй мировой войны. Структуры, которые мы видим в пещере, представляют собой известковое отложение. Процесс их формирования выглядит примерно так. Представьте, вода проникает в пещеру извне и сталкивается с воздухом. Происходит не что иное, как испарение, и известь начинает осаждаться, вследствие чего начинают формироваться сталактиты, которые медленно растут вниз. С этих сталактитов потихонечку стекает вода, и когда капля попадает на пол, брызги от нее разлетаются во все стороны, откладывая белый известняк на поверхности пола. Так внизу формируются сталагмиты. Эти уникальные природные образования могут расти очень медленно, иногда всего на несколько сантиметров за один век. Дальше сталагмиты и сталактиты медленно растут, а когда они встречаются, то образуют сталагнаты. Представьте, 500 000 лет – это возраст самых старых образований в этой пещере. И это не мои выдумки, этот возраст был подсчитан учеными. Если кратко резюмировать увиденное, то Постоянская яма – это место, которое оставляет вау-эффект после посещения. Мы узнали для себя много нового, зарядились позитивными эмоциями, в общем, с пользой провели эти 2 часа. Здесь в туристическом центре есть вот такая вот кафешечка или столовка. И если вы будете такие же голодные, как и мы, то здесь можно смело поесть нормальную еду, а не давиться на заправках или в Макдональдсе гамбургерами. Лайфхак. Пользуйтесь. В 10 километрах от пещер находится Предъямский замок, или еще, как называют его, Предпещерный. Его сейчас можно наблюдать у меня за спиной. Но, к сожалению, на его посещение у нас просто не остается времени, поэтому мы сейчас полетаем, посмотрим его со стороны и потом вам немного о нем расскажем.
На данный момент, что мы о нем знаем? Что построен он в 12 веке, и мы могли наблюдать его в фильме с Джеки Чаном «Доспехи Бога». Предъямский замок был построен в средние века и использовался в качестве оборонительного сооружения. Его уникальность заключается в том, что он встроен в скалу, которая послужила базовым элементом несущей конструкции. Замок был размещен в таком стратегическом месте, что его обитатели могли контролировать дорожные пути и оставаться в безопасности внутри скалы. Название переводится как «предпещерный». Он имел сложную систему пещер и подземных ходов, что делало его почти неприступным для врагов. В 1990 году была закончена реставрация, и теперь мы можем наблюдать предпещерный замок таким, каким он был в далеком 1583 году. К сожалению, в этом путешествии, ввиду банальной нехватки времени, мы не попали внутрь сооружения, да и по дороге пропустили несколько интересных мест. Но ведь путешествие – это книга, и мы едва прочли только первую главу, поэтому все самое интересное еще впереди. До 8 вечера мы должны были вернуть автомобиль. Расстояние от той части Словении, где мы находились, до Вены составляло 450 километров. К слову, мы впритык добрались до рент-а-кара, сдали авто, заселились в отель возле аэропорта, поужинали и завалились спать, уставшие, но полные впечатлений и идей для новых путешествий. Друзья, доброе утро. Мы находимся в международном аэропорту города Вены, и здесь заканчивается наше яркое путешествие. Помимо запланированной поездки на Октоберфест, мы посетили множество интересных мест, проехали порядка 1800 километров и пересекли границу 5 раз. В целом путешествие удалось. Подытожим бюджет. Билеты на самолет нам обошлись примерно в $200, плюс мы брали отдельные места в самолете. Помимо этого, аренда авто 514, на бензин мы потратили примерно 1180 евро. Машина получилась довольно-таки экономичная. Отели 670, все это, естественно, на троих. И у каждого с собой у нас было примерно по 800 евро. Суммарно каждый из нас потратил 1240 евро. Это вся наша поездка. В запланированный бюджет мы уложились, при этом не скажу, что мы сильно экономили. Так что путешествуйте, друзья, ведь деньги вернутся. А время нет.